Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. В сегодняшнем видео мы убьем всех зайцев. Сегодня мы посмотрим на красоту, сегодня мы узнаем что-то новое в уходе за орхидеями и пополним свою книгу рецептов. Книгу рецептов или книгу знаний об уходе за орхидеями с помощью простых, домашних, народных средств или средств, дарованных нам природой. Героем сегодняшнего рассказа будет выступать вот этот королевский биглип без названия. Я его называю моей монаршей особой. Если вы регулярно смотрите этот канал, то наверняка знаете, как сложно поначалу складывались мои отношения с этим растением. А если вы смотрите канал от случая к случаю, то я расскажу, что поначалу я эту орхидею попросту не взлюбила. Почему? Да потому что я, во-первых, на тот момент абсолютно не любила белые орхидеи, а во-вторых, потому что ожидания и реальность не совпали. Я ожидала из заказа розовый биглип, нежно-розового цвета, а получила белый. Тем не менее, и как всегда, растение после покупки было сразу пересажено в обыкновенную, обрезанную пластиковую бутылку. Объем бутылки 2 литра. И растение отправилось в самый-самый дальний угол самой-самой дальней комнаты. Как говорится, с глаз долой и с сердца вон. Если вдруг вы захотите узнать эту историю поподробнее, ссылку на предыдущее видео по этой теме я оставлю в описании к видео и в первом закрепленном комментарии под ним. К великой радости орхидея оказалась необидчивой и в очень скором времени зацвела. И все эти почти 3 года, которые эта орхидея в моей коллекции, 3 года будет в апреле, она регулярно радует меня своим цветением пышным, объемным и очень красивым. Все предыдущие цветения, которые были зафиксированы у меня, я показывала вам в предыдущих видео. Все эти видео хранятся в плейлисте «Фаленопсисы. Вопросы по уходу». Обязательно посмотрите их, ведь цветения были просто шедевральными. Прошлое видео об этом сорте вышло 12 декабря прошлого года, и называлось оно «Раскочегарить орхидею так». В видео я рассказывала и показывала, как зацвести орхидею на 3 цветоноса. С тех пор прошло 3,5 месяца, и, конечно же, орхидея уже в полном распуске. И каждый раз я обещаю вам показать этот полный распуск, показать во всей красе по мере нарастания количества цветов от распуска первого цветоноса до полного распуска, и все никак у меня не доходят руки. И вот, друзья, случай представился. Случилось нечто, что заставило меня применить к этому растению один из проверенных и давно известных мне народных способов ухода за орхидеей. Забегая вперед, скажу, что способ очень простой, доступный каждому абсолютно в любой стране мира. Итак, дорогие мои, план на сегодня таков. Сначала мы смотрим, как распускалась эта орхидея с момента образования цветоносов и бутонов на них и до момента полного распуска. Затем я показываю вам то, что заставило меня применить этот метод. И в завершении видео я знакомлю вас с рецептом и показываю сам процесс обработки с помощью этого средства. Итак, на ваших экранах 12 декабря 2021 года, и я показываю вам, как я ухаживаю за орхидеями, как я достигаю пышного и объемного цветения, или как я раскочегариваю орхидеи с помощью опрыскивания. Я показала вам все 3 цветоноса, которые заложила орхидея в этом цветении, великолепнейшую корневую систему, просто клубок или комок корней, которые уже не помещаются в эту обрезанную пластиковую бутылку, и листья. Эти листья, размах которых составляет не меньше 70 сантиметров, огромные красивые вертолетные листья. С декабря прошлого года в жизни моих орхидей было несколько критических моментов, и один из них – это отключение отопления 29 декабря прошлого года на 48 часов, то есть 2 суток мои орхидеи находились при температуре 9 градусов Цельсия, и тогда я очень волновалась за это предстоящее цветение. Я боялась, что орхидеи
не выдержат этого испытания и сбросят все свои бутоны. Но нет, все обошлось, ни одна орхидея не пострадала. Обратите внимание, каким маленьким был цветонос на момент 12 декабря прошлого года. Сегодня вы посмотрите, как этот цветонос распустился полным распуском. Сегодня вы увидите все. Итак, пережив 48 часов холода, 3 января этого года биглип начал распускаться. И вы посмотрите, как выглядит в начале распуска его первый цветонос. На первом цветоносе сформировалось 12 бутонов и в дальнейшем раскрылось 12 цветов. Для тех, кто не видел предыдущие видео, я расскажу, что это очень крупноцветковый биглип. Диаметр его цветка от 12,5 см и выше. От чего зависит диаметр цветка? Именно от того, сколько строительного материала смогла накопить орхидея на строительство своих цветов. Если строительного материала много, орхидея запасла много воды, углекислого газа, и у нее есть достаточно энергии света для проведения фотосинтеза, то цветки будут крупнее. Если нет, то цветы будут мельче. И второй фактор, немаловажный, это количество самих цветов. Второй фактор, конечно же, вытекает из первого, то есть если определенное количество строительного материала орхидея потратит на выращивание 10 цветов, цветы будут крупнее, а если то же самое количество на строительство 20 цветов, то цветы, соответственно, будут мельче. Простая математика. Постоянные зрители канала, конечно же, знают, что я для своих орхидей постаралась создать идеально благоприятные условия для того, чтобы они могли запасать и фиксировать внутри себя максимальное количество воды, углекислого газа и дала им необходимое количество энергии солнца или энергии света. И потому мои орхидеи закладывают большое количество бутонов, не отсушивают их и распускают абсолютно все. Забегая вперед, скажу, что эта орхидея сформировала и распустила полностью 25 великолепных цветов диаметром 12,5 сантиметров. Если вы уже обратили внимание, то вновь распустившиеся цветы очень маленькие и неказистые. Их диаметр не превышает 9 сантиметров. Многие новички пугаются этого факта и пишут в комментариях, что у меня цветок распустился гораздо мельче, нежели был при покупке. Друзья, не пугайтесь, цветок будет доращивать свой размер в процессе полного распуска. То есть, чем дальше от момента распуска, тем цветок крупнее. И распустившись размером 9 сантиметров, буквально через неделю, а то и через 2, этот же цветок будет большего диаметра. В моем случае цветы доращиваются до 12,5 сантиметров. Такой размер цветка фаленопсиса соизмерим с маленьким кофейным блюдцем. Этакое блюдце, усеянное россыпью мелких бриллиантов. Посмотрите, как цветок переливается на солнце. Вот, друзья, обратите внимание на эти кадры. Здесь хорошо виден размер цветка нашего биглипа. Рядом с ним фаленопсис New Stripes или новые полосы. Диаметр его цветка 9,5-10 сантиметров. И посмотрите, насколько больше смотрятся цветы нашего королевского биглипа. Для тех, кто не смотрел видео о New Stripes, я напомню, что этот фаленопсис цвел на 24 цветка, но цветы расположены по-другому, этакой шапкой, а у биглипа 3 великолепных каскада. Посмотрите, как по-разному это смотрится. А вот, друзья, самый мой любимый момент – это момент распуска цветка фаленопсиса. Распускается первый цветок этого цветения на фаленопсисе Eagle или орел. Кодовое прозвище Орлица. Это кадры конца января этого года. Сейчас орлица в полном распуске. Она сформирована, цветонос ее сформирован на дугу и представляет собой просто шедевральное зрелище. Обязательно покажу ее в отдельном видео. А пока вернемся к нашему белому шедевру. Вот так в полный рост выглядел на конец января наш королевский биглип. Практически распустились 2 первых цветоноса. Не могу упустить случай и снова не сравнить. Посмотрите, слева от королевского биглипа распускается фаленопсис Magic Art.
Посмотрите на размер цветка Magic Art. Этот сорт всем известен, практически есть в каждой коллекции. И посмотрите, какими маленькими смотрятся его цветы по сравнению с цветами нашего королевского биглипа. Часто в комментариях я читаю: Наташа, почаще показывайте свои цветущие орхидеи. Друзья, кому-то хочется цветений, кому-то хочется информации об уходе. Я и так как могу комбинирую и красоту, и полезные советы в уходе за орхидеями в одних видео. Все, что могу, делаю. И вот те кадры, когда на орхидее уже в полном распуске первые два цветоноса и начинает распускаться третий. Вы посмотрите, какие маленькие и неказистые цветы на третьем цветоносе. Вот смотрю на эти кадры, друзья, и понимаю, вот третий цветонос уже был лишним. Хватило бы и первых двух. Орхидеи такое количество цветов держать уже очень сложно, и один цветоносодержатель не справляется с этой задачей, поэтому я поставила второй, а в дальнейшем и третий. 3 цветоносодержателя держат вот эту охапку цветов, и даже 3 изгибаются под их тяжестью. То есть, по моим наблюдениям, 18-20 цветов для великолепного цветения вполне достаточно. Больше уже лишнее. И больше уже тяжело. Тяжело орхидеи, тяжело владельцу орхидеи ухаживать за таким количеством цветов на орхидеи. В общем, все сложно. И поставить эту орхидею уже некуда. Чтобы вы, друзья, могли себе представить размах событий, я поставила этот биглип на фоне входной двери в комнату. Ширина двери 1 метр, и посмотрите вот на эту красоту. Это очень объемно, это занимает очень много места, и этот биглип стоит на отдельном столике. Вы представляете, отдельный постамент для такого огромного растения. У меня в этих столиках уже вся квартира. На каких-то цветут ванды, на каких-то цветут вот эти крупно и мега объемно цветковые фаленопсисы. Не квартира, а оранжерея. И когда мне в комментариях пишут: я хочу такое же цветение, друзья, 3 раза подумайте, ибо, как говорится, бойтесь своих желаний, ведь они могут исполниться. Вы представляете, даже 5 вот таких объемно цветущих орхидей займут точно половину маленькой квартиры. А что говорить, если таких орхидей будет 20, 30, 50, ведь у меня они все цветут. А когда орхидеи цветут так, нужны варианты поддержания этого цветения. Как сделать так, чтобы орхидея не истратила все свои силы на такое обильное цветение? Как помочь и поддержать орхидею в таком цветении? Вот именно это тема нашего сегодняшнего видео. Показывая такие же пышные красивые цветения своих других орхидей, я вам уже рассказывала о вариантах поддержки таких растений. Это был и мед, это был и чай с медом. Сегодня я расскажу вам еще об одном народном способе поддержки орхидей во время цветения. Почему и вообще с чего я решила, что именно этому растению требуется моя поддержка? Ведь многие другие цветут у меня прекрасно и без всяких дополнительных мероприятий, а просто с опрыскиванием. А случилось вот что. Все вы знаете, что я очень пристально наблюдаю за каждым своим растением, буквально каждый день осматриваю. И я увидела, что лист у этой орхидеи, самый нижний лист, стал желтеть. Желтение было правильным, с края листа я видела, что орхидея забирает из этого листа строительный материал. И это меня, конечно же, насторожило. При этом общее состояние растения по-прежнему было просто великолепным, и корневая система, и листовая масса, никаких вопросов не возникало. И тогда я решила применить еще один великолепный способ поддержания орхидеи во время цветения, и это обыкновенная молочная сыворотка. Что здесь важно учитывать? Важно, конечно, учитывать детали, ведь очень многие слышат звон, но не знают, где он. Я это наблюдала многократно. Очень многие применили мои советы использования меда для орхидей. Но ведь как используют? И мед не тот, и дозировка не та. Все сделают не так, а результат хотят получить именно такой, как я говорю. Ну разве так бывает?
К чему это я, друзья? Будьте, пожалуйста, внимательны и всегда черпайте информацию из первоисточника. Ведь когда информацию перенимают другие, а потом исковеркивают ее и представляют в том виде, в котором им вздумается, тем более тестируя что-то при вас, не зная конкретного конечного результата, все это очень сильно чревато. Итак, сыворотка. Чем она может быть полезной для орхидей? В состав молочной сыворотки входит полный набор витаминов группы В, а также витамин С, никотиновая кислота, холин, витамин А, витамин Е и биотин. Сыворотка содержит также кальций, магний и пробиотические бактерии. Сыворотка – один из самых полезных продуктов, получающихся из молока. Кроме того, в молочной сыворотке присутствуют низкомолекулярные белки, являющиеся факторами роста. Но самое главное, что нас должно заинтересовать, это содержащиеся в составе сыворотки аминокислоты, которые в первую очередь и получают орхидеи через корневую систему и через листовую массу. В данном случае корневая система и корневые подкормки нас не интересуют. Как всегда, мы будем использовать для поддержания жизнедеятельности орхидеи ее листовую массу, то есть питание через устьица или устьичные щели. На 1 пульверизатор воды объемом 500 мл мы берем 50 мл сыворотки, молочной сыворотки из непастеризованного молока. Если вы начнете в комментариях меня спрашивать, а что если взять другую сыворотку, пастеризованную, которая продается в магазинах, на это, друзья, я вам ничего не смогу ответить. Я брала ту сыворотку, которая была у меня в наличии, была после того, как я сделала творог из обыкновенного домашнего молока. И вот, друзья, непосредственно сам процесс обработки. Очень тщательно с двух сторон, сантиметр за сантиметром, мы обрабатываем листовые пластины фаленопсиса. Особенно тщательно с нижней или с тыльной стороны, там, где у орхидеи на листьях устьичные щели. Такая обработка не только даст орхидее питание, не только поддержит ее во время пышного цветения, но и защитит орхидею профилактически от насекомых и от грибковых поражений. Такие опрыскивания у меня не имеют какой-то регулярный характер. Вот появилась сыворотка, загрузила я ее в пульверизатор и давай опрыскивать. То есть я не могу сказать делать это через день или раз в неделю. Как есть сыворотка, так и использую. Передозировать сыворотку в ее использовании мне ни разу не удавалось. При этом я всегда чередую сыворотку или опрыскивание сывороткой простыми опрыскиваниями обыкновенной кипяченой водой. Одни зрители в комментариях пишут, что они нерадивые зрители, то есть смотрят канал раз от разу. Но я точно знаю, что у меня есть очень усердные зрители, которые пытаются применить мои знания не на 100%, а на 200%. Так вот, друзья, в вопросах орхидей усердствовать не надо. Если я говорю чередовать опрыскивание медовой водой или водой с сывороткой с опрыскиваниями обыкновенной кипяченой водой, значит чередовать. Если я говорю использовать 5 капель сока толстянки, значит нужно использовать 5, а не 10, не 15 и не 20. Все хорошо в меру. Что дали эти опрыскивания в конкретно взятом случае? Этот лист, конечно же, пожелтел, но до конца питательные вещества из него не ушли, и он даже не опал. При всем при этом у орхидеи активно начал развиваться корневой рост. А что это значит для орхидеи? Это значит, что у нее появился излишек строительного материала, и она может потратить его на рост новых клеток корней. Я очень извиняюсь за качество конкретно взятой съемки, потому что погоды нет, было темно и качество оставляет желать лучшего.
Но, как говорится, когда обрабатывала, тогда снимала. Ведь я могла это все рассказать на словах, но многим прям требуется, чтобы я все это показывала. А я очень люблю вот такие съемки, когда солнце правильно светит на орхидею, когда можно показать ее во всей красе. И вот сегодня 31 марта 2022 года. Мой королевский биглип цветет уже полных 3 месяца. Очень красивое цветение. Сейчас эти 25 огромнейших цветов держит 3 держателя для цветоноса. Сзади все они скреплены стяжкой и вот таким тройным образом поддерживают эти цветы. Ну а теперь кадры для тех, кто любит сравнивать. Вы видите, справа распускается моя синяя ванда. И посмотрите на цветение 2 больших растений. И фаленопсис, конечно же, больше ванды. Больше в цветении, то есть сам букет больше. Больше листовые пластины и их размах. Фаленопсис больше ванды. И это с учетом того, что ванда в посадке не одинока, то есть у нее растет еще 3 активные детки и 2 в зачаточном состоянии. То есть ванда не одна, а фаленопсис 1. При этом фаленопсис в размахе больше ванды. Итак, друзья, резюмируем. Сегодня я вам рассказала еще об одном чудесном средстве ухода за орхидеями. И это обыкновенная молочная сыворотка из непастеризованного молока. Используем сыворотку в концентрации 1 к 10, то есть на одну часть сыворотки берем 10 частей воды. Обрабатываем орхидеи чудо сывороткой только по листу, без попадания сыворотки в субстрат. Раствор сыворотки нужно использовать свежим, то есть хранению в холодильнике он не подлежит. Такие обработки позволяют поддержать орхидею во время пышного цветения, если орхидее сложно и ей недостает каких-то питательных веществ. При этом молочная сыворотка весьма доступное средство и есть у многих. Я очень надеюсь на то, что это видео окажется полезным многим и поможет многим в выращивании орхидей. Друзья, и еще один момент. Часто в комментариях меня просят дать совет, не видя растения. Друзья, ну это просто невозможно. Если вы хотите, и то без гарантии 100%, вы можете показать мне фото в Яндекс.Дзен. Там к комментариям можно прикрепить фото. И я посмотрю и, возможно, что-то вам порекомендую. Вслепую я никогда не буду давать рекомендации, потому что для меня это очень ответственно. В Яндекс.Дзен канал называется точно так же «Классика орхидейного жанра», и я оставлю ссылку на канал в первом закрепленном комментарии под видео. А теперь, друзья, пришло время завершать мой сегодняшний рассказ. И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.